Супер. Удобно. Красиво. Вот он, мир привилегий с премиальной картой MasterCard. MasterCard. Давай, вставай, стартовую снимай. Быстрей! Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света! И у нас для вас целых 2 новости. Сперва хорошая, мы прилетели в Камбоджу посмотреть невероятные храмы. Ну а плохая? Каждый сезон для зрителей и ведущих «Орла и Решки» наступает тяжелый момент. Последний выпуск. Что будет дальше, неизвестно. Последняя решка. Последний орел. Только у меня нет монетки. Конечно, ее нет. Это же Камбоджа. Тут вообще, в принципе, нет железных монет. Подожди. У меня есть 100 баксов. Да это глупо подкидывать в купюру. Поэтому мы и подкинем. Поехали. Уйди! Тихо, все. Это решка. Решка. Давай. Мы всегда, как обычно в этом сезоне, все время. Я носитель $100, носитель информации, носитель вируса, все. Носитель вирусов? 1000 лет назад в джунглях Камбоджи цивилизация кхмеров построила древний мегаполис – город Анкор. Дома кхмеров были из дерева, поэтому до наших дней сохранились только каменные храмы их богов. Именно они стали финальным чудом этого сезона. За 2 дня увидеть все храмы Камбоджи невозможно. Это то же самое, что за 20 минут попытаться оббежать весь Лувр. Но если вы возьмете классную тачку и персонального гида, то увидите гораздо больше. Здравствуйте, Алина. Я ваш гид. Меня зовут Лин. Чтобы увидеть храмы Камбоджи, все туристы прилетают в город Сием-Рип. Обменник в аэропорту Сием-Рипа есть, но комиссия здесь минимум $5. Но это не проблема, ведь в Камбодже прекрасно ходят как доллары, так и камбоджийские реали. Доехать до центра города в Сием-Рипе очень просто. Цены тут фиксированные, никто не обманет. Моторикша и тук-тук стоят всего $9. Но знаете, что для Камбоджи $9? На $9 можно койку себе в хостеле с бассейном взять. На $9 можно накупить бананов на целую маленькую деревню. На $9 можно свадьбу с Кнон-Чунь-Пунь сыграть. Так что я знаю способ добраться до города подешевле. Большинство отелей и хостелов в Сием-Рипе предлагают бесплатный трансфер. Я раскошелился на бунгало за $18, и поэтому у меня теперь свой личный джип. Алло? Вы трансфер от виллы Tropical Paradise? Здравствуйте, да. Город буквально соткан из отелей, ресторанов, магазинов. Я вообще не понимаю, где живут местные. Неудивительно, каждый год в маленький город Сием-Рип приезжают 2 миллиона туристов со всего мира. А виновата в этом Анджелина Джоли. 20 лет назад на экраны вышел фильм «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», сцены из которого снимались в храмах неподалеку от Сием-Рипа. Людям стало настолько интересно, где искала артефакты их любимая Джоли, что они толпами повалили на их поиски. Сами храмы находятся в 30 километрах от Сием-Рипа, в древнем городе Анкор. Анкор был столицей кхмеров более 600 лет, с 9 по 15 век. Кхмеры — это древний народ Камбоджи, это наши предки.
Хоть внешне и не скажешь, но кхмеры очень сильные, выносливые и трудолюбивые. Они построили сотни величайших храмов, которые простояли 1000 лет и сохранились до наших дней. Особенно хорошо сохранился главный храм Анкора – Ангкор-Ват. Он изображен и на нашем флаге, и на наших деньгах. В общем, если вы не были в этом храме, вы вообще не были в Камбодже. Но всех туристов я сначала везу не в храм, а на аэродром. В аэродром? Мы же вроде только вот оттуда, из аэропорта выехали. Вам понравится. Это моя вилла? Great. Все, мы подъехали. Thank you. Я вот теперь понимаю, почему это Tropical Paradise Boutique, потому что тут настоящий Paradise в Tropical. И всего за $18 свои маленькие красивые джунгли. Ого! Ха. У меня, если честно, за $18 были заниженные ожидания. Я многого от этого номера не ждал. Думал, тут разруха и тараканы с тарантулами за еду дерутся. Но тут прям хорошо, чисто, уютно, огромная кровать, телек, чайник, welcome drink, кондиционер стоит на 66 градусов. Вот это я понимаю горячий радушный прием. Смотрите, душ, второй душ, третий душ и ванна. Буду в 4 раза чище. Вот, пожалуйста, даже есть переносное биде ручного управления. Тут прям все в порядке. Оставлю тебя тут, ты здесь, я в основной комнате буду жить. Территория Анкора такая же, как у современного большого города. И даже не стоит думать о том, чтобы передвигаться по ней пешком. Отель бесплатно предоставляет мне велосипед. Осталось научиться, как на нем ездить. Опа! Почти. Опа! Анкор-Ват, встречай меня! Пашка, прости! Наше последнее чудо в этом сезоне оказалось слишком большим, потому что это самый огромный храмовый комплекс во всем мире. И чтобы его рассмотреть хорошенько, мне нужна вот эта птичка. И я не про пилота, про вертолет красненький. Привет, Привет! меня зовут Алина. Готова лететь? Да. Идем к вертолету. Подождите. Мне кажется, что-то не хватает. Двери. Yes, Да, двери. Полетим без двери. Сегодня прекрасная погода. Это шутка? Нисколько. Ты будешь сидеть здесь. Пристегнешься ремнем безопасности. Он крепкий, выдержит. Это вы маме моей скажите, что это сейфти, без двери полечу. Я же могу вот так вывалиться. Ой. Блин, кажется, что реально просто забыли дверь повесить. Как это все будет? А точно хорошо держит? Мы взлетаем, мы поднимаем. О, Господи, мы поднимаемся, куда держаться? Обалдеть, меня задувает ветер прямо сейчас. Какие там храмы, мы летим без двери. Обалдеть. Что происходит? Что происходит? О май гаш, о май гаш, о май гаш. О, боже, боже, сейчас летим. Мы же просто перевернулись сейчас. Просто перевернулись. Это мы сейчас поворот делали. А вот и он, главный храм Камбоджи – Ангкор-Ват.
для красоты, а для того, чтобы осушить квадратные километры малярийных болот и возвести огромный храм на совсем непригодной для стройки земле. Именно благодаря этой инженерной мысли мы можем увидеть сооружение, которое простояло 1000 лет. Ребята, это непередаваемо. Ни одна открытка, ничего вам так не покажет, это как с вертолета. Как это все сохранилось, ума не приложу, но это так красиво. Обязательно возьмите себе экскурсию на вертолете без двери, тогда вы сможете подержать чудо в своих руках. От моего отеля до главного входа в Анкор-Ват каких-то 9 километров. То, что нужно для велосипедной прогулки. Hi! You are from school? На перегонки. Who faster, you or me? 1, 2, 3, go! Ха-ха! Неудачник! Я дал тебе фору! Классно вам! Ох уж эти богатые белые! Ну что, встречаем Анкор-Ват? А? Куда вы направляетесь? Анкор-Ват? Yeah. Ваш билет? Сейчас куплю. Здесь нельзя. Not here. В кассах. 5 километров отсюда. 5 километров? Office. Да, езжайте 4 километра прямо, потом где-то километр налево. Оу. Будьте внимательны. В Анкор-Вате система входа устроена через пень-колоду. Билеты покупаешь не на въезде, а в другой части города, в отдельно стоящих билетных кассах. Серега, присмотришь за великом? Я до кассы вернусь. Туристы, которые не пожалели денег на гида, не будут мотаться туда-сюда без толку. Он сразу ведет тебя в кассу, еще и без очереди. Ого! А вот и цена билета. Сколько? 1 день $37, 3 дня 62 бакса и 7 дней. Такой пакет неделька $72. Если ты местный, чтобы тебя пропустили, тебе просто нужно спеть кусочек мантры. Не нужен никакой паспорт, ничего. Берите на заметку, учите мантры и проходите бесплатно. Ну, а я пошел покупать билеты. Я не камбоджиец. Привет, я хочу купить билет на 1 день. Сейчас сделаем фото. О, фотку. А хорошо и получилось? Я понимаю, что все мы европейцы на одно лицо. Но, тем не менее, вот такая защита. Все, у меня билет за 37 баксов. Если вы думаете, что Анкор – это обычная туристическая достопримечательность, то нет. Здесь, как и в любом храме, есть свой свод правил. Понятное дело, нужно прикрыть все самые эффектные части тела. Нельзя кричать, нельзя мусорить и курить. Нельзя, конечно, делать селфи с монахами. В Анкор-Вате любой, даже самый бедный турист может позволить себе гида. Аудиогид скачать бесплатно и без регистрации, без СМС. Ага. Анкор-Ват был построен рыбами в XIV веке. Добро пожаловать в древний город Анкор. Ну что, готовы? Наше путешествие в 12 век начинается.
Ангкор-Ват невероятных размеров. Это километры коридоров, вереницы барельефов, и гигантские башни в форме бутонов лотоса. Но больше всего поражает то, что все это было построено 1000 лет назад. Только представьте, когда на месте Нью-Йорка бегали индейцы с копьями, Лондон был еще деревней, а по Дубаю ходили бедуины с верблюдами, здесь отгрохали храм высотой в 20-этажку. Женщина в телефоне рассказала мне столько интересного, что я и сам могу работать здесь гидом. Итак, короткая история строительства Ангкор-Вата. Та-та-та-та-там-та-та-та-там. Итак, в далеком-предалеком 12 веке жили-были кхмеры. Они были великие и могучие. Тогдашний молодой королевич Сурья-Варман II убил царя по совместительству своего дядю и взошел на престол. Кстати, было ему 14 лет. И так как он зашел на трон таким кровавым способом, ему нужно было доказать дорогим избирателям, что его власть хэштег легитимная. А как это сделать в 12 веке? Объявить себя наместником Бога? А сколько же лет строился этот храм? Его построили за 37 лет. Вот это все построилось за 37 лет, без современных технологий, не имея лифта. Для примера, собор Нотр-Дам-де-Пари строился 200 лет. При строительстве Анкора не использовали никаких связующих элементов. Ни цемента, ни растворов, ни смолы. Камни просто притирали друг к другу. Сначала их везли 60 километров. Камни привозили по воде на понтонах, по земле на слонах. Чтобы без крана поднимать гигантские глыбы, в камнях пробивались вот такие дырки. А, я вижу, вот. Для строительства использовали вот такую конструкцию и 4 человека. Первый человек вбивал колья в камень и с помощью такого рычага приподнимал его. Второй сыпал песок и лил воду, создавая абразив. Третий и четвертый, хорошо, что у меня 2 пары рук, толкали камень друг к другу, тем самым притирая его к другим. Инженеры со всего мира до сих пор не могут разгадать, как можно было построить такую махину голыми руками. Получается, это даже не здание, этот храм, получается, скульптура, одна огромная скульптура. То есть кхмеры – это не строители, а скульпторы, художники, творцы, люди с тонкой душевной организацией. Они так видят. Лин, так как сегодня я твоя королева, хочу хлеба и зрелищ. Расскажи мне самые интересные факты про Ангкор-Ват. Сейчас делаем. В X веке в Анкоре проживало 1 миллион человек, когда в это время проживало всего 50 тысяч. Не круто? Раньше храм Ангкор-Ват был не сырым, а разрисован натуральными красками. Читали Манкли? Именно Ангкор-Ват вдохновил Кимблика писать эту книгу. На строительство этого комплекса ушло 5 миллионов тонн песчаника. Как тебе такой Илон Маск? Как тебе такой Илон Маск? Конечно, глупо ограничиваться одним Ангкор-Ватом, если вокруг тебя десятки других удивительных храмов, посещение которых входит в стоимость билета. Я на своем велике до заката успею только в ближайший – Байон. А я на своем джипе попаду даже в самые дальние храмы. Сейчас мы едем в храм Та-Пром, где проходили съемки фильма «Лара Крофт». Ой, тут самый храм. Thank you. На территорию храма на машине заезжать, конечно, нельзя, поэтому барыня идет своими ножками. А на велосипеде можно. Приехал. За этими воротами храм Байон. Тоже мост, тоже ров. Кстати, про этот мост в аудиогиде, по-моему, целая легенда есть. Сейчас.
Эта легенда повествует... Короче, я все понял. Если рассказывать вкратце, то это история про богов и демонов, как они действовали сообща. Дело в том, что однажды Вишну шел по лесу и увидел старца. Старец каким-то неведомым образом догадался, что это большой и великий бог, но мудрец возмутился. Мудрец возмущенный проклял бога. Бог подумал, ну какая разница, как пошел он к этому старцу с поклоном, говорит, извиниться хочу. Взяли, срезали гору огромного змея, попросили обтянуть как канатом. И отрубили боги демону голову. И голова эта бессмертная до сих пор жива и мстит луне и солнцу. Зачем я это все прослушал? Как я это выучил? Храм Топром не перепутаешь ни с одним другим. Сотни лет назад его неотъемлемой частью стали деревья. Мне кажется, эти деревья можно смело назвать еще одним чудом Анкора. Посмотрите, как это все выглядит вместе. Ни один голливудский художник-постановщик не смог бы напридумывать такие узоры, которые корни сделали за столько лет. Топром нашли полностью поглощенным джунглями. Когда его начали расчищать и рубить деревья, храм стал разрушаться. Поэтому местные решили оставить все как есть. Я нигде такого не видела, и даже есть такое впечатление, что храм и дерево, они как будто вместе появились в одно время. Изначально постройка была уже вместе с ними. Настолько плотно корни уже вросли в само здание, прям в сам фундамент, что это один организм. Кажется, что дерево растет не из земли, а как будто бы спускается, будто осьминог с крыши храма. Такие щупальцы, корни. А вот и храм Байон. Его тоже не перепутаешь ни с одним другим храмом. Здесь со всех сторон на тебя смотрят. Это лицо древнего бога справедливости и милосердия. Он смотрит на все 4 стороны света. Это означает, что он везде найдет и защитит того, кто в него верит. А еще удивительно, что здесь сохранились барельефы, по которым, не зная кхмерского языка, можно легко расшифровать историю этого древнего народа. Вот мирная жизнь. Кто-то лечится травами. Кто-то стравливает петухов и делает ставки. Участвует в театре марионеток. Стравливает диких кабанов и тоже делает на них ставки. Пройдя спортивные игры, акробатику и даже вон шахматы, мы переходим к Великой войне. Хмеров с чамами. После отвоевания своих территорий и победы над чамами начинается большое пиршество. Вост в дар богам приносит зверушку. И тут после пира сразу начинается строительство храма Байон, который переводится как «победа». В честь победы хмеров над чамами. Фу. И все это только за четверг. Раскрою одно секретное место для любителей классных и необычных фото. Приходите на восточную часть храма, находите вот такую полуразрушенную башню и смотрите лицом в дерево. А ваш фотопартнер встает на лестницу справа от вас. Встаете, делаете придурочно влюбленное выражение лица и целуете. Храм Топром – один из первых буддийских храмов Камбоджи. Его построил король Джаяварман VII. Именно во время его правления кхмеры перешли от индуизма к буддизму. Но это здесь вообще никому не интересно. Главное, что тут снимали Лару Крофт. Ребят, найти место съемок Анджелины Джоли очень легко. Там, где такая толпа, не протолкнуться, делайте фотографию. Это беспроигрышный вариант. Целая цивилизация, культура, религия. А люди приезжают посмотреть на место съемок фильма. Ну, наконец-то, спустя 15 минут. Вот, Анджелина Джоли стояла прямо вот здесь, на крыше.
Хорошо, фото. Слышите? Меня уже подгоняют, чтобы я побыстрее уходила. Что пробуем? Как Джоли. А это еще одна популярная точка у всех посетителей. Именно точка, иначе не скажешь. 5-я точка. Тут фильм не снимали, просто у туристов очень хорошая фантазия. Считается, что до этого дерева нужно обязательно дотронуться. И деревянная попа исполнит любое твое желание. Лин, а что для вас лично Ангкор-Ват? Для нашего народа Ангкор-Ват – это чудо света. В Камбодже большинство людей проживают на $1. $1 в день, что ли? Да, на $1 в день. А благодаря древнему городу Анкору люди могут жить лучше. Они работают барменами, официантами, водителями, гидами. Анкор приносит миллионы долларов нашей стране. Благодаря ему Камбоджа богатеет. Посмотрите на эту дорогу. 20 лет назад на ее месте была обычная тропинка. А сейчас пробки. Город, который был построен 1000 лет назад, кормит современный народ. Это разве не чудо света? Да, это чудо света. Лин, а скажи мне, где ты советуешь останавливаться самым богатым туристам? В отеле Пумбайтан, что в переводе означает «зеленая деревня». В отеле Пумбайтан жила съемочная группа Лара Крофт вместе с Анджелиной Джоли во время съемок. Этот факт работает лучше любого рейтинга и звезд. Все бунгало на территории не новодел. Это традиционные старинные домики кхмеров. Их собирали по всей Камбодже, а потом превратили в лакшери-отель. Ой, приятно тратить деньги и не переживать, что они когда-нибудь закончатся. Тем более, что после каждой оплаты премиальной картой MasterCard мне насчитываются баллы в программе вознаграждений. Потом обменяю на какой-нибудь подарочек. Окей. Thank you. Найти кусочек рая в Камбодже непросто, но у меня, кажется, получилось. Как красиво! Просто идеально! А вот к тебе я еще вернусь. Что у нас тут? Так как у меня там наметилась встреча с бассейном, у нас будет очень быстрый рум-тур. Боже, как красиво, натуральные ткани, ничего лишнего, кровать. О, к тебе я тоже вернусь. Чуть-чуть попозже. Ой, ванны у нас тут как в лучших домах. Дерево, гранит. Камень, это натуральный камень. Отличная ванная. Я могу переодеваться? Давай. Yes. Thank you so much. Thank you. Привет. Привет, Алина, как ты? Хорошо, спасибо. Я Стивен, твой гастрогид. Сегодня мы попробуем традиционную камбоджийскую кухню. Обещаю, ты выживешь. Отлично. Итак, в чем же преимущество приватного гастротура? Ну, во-первых, красавчик-гид приезжает за вами в любую точку города. И потом, опять-таки, эти муки выбора в меню. Что заказать? Что заказать? Все непонятно. Написано каким-то не вашим языком. А тут есть специально обученный человек, который говорит, куда ехать, что покупать и где самые злачные места. Лично мне никакой гид, по идее, не нужен. Мы и сами отравимся. Вот, сразу понятно, что здесь все свежее.
Традиционная кухня Камбоджи – это страшный сон для европейца. Во время 30-летней гражданской войны местным, чтобы выжить, приходилось есть все, что можно поймать и проживать. Голод прошел, а традиции остались. Сейчас я угощу тебя местным деликатесом – лягушкой, фаршированной свининой и орехами. Я думала, что это будет что-то вкусное. Чтобы не отравиться, все, что ты покупаешь на прилавках, нужно дожарить. А я этого не знала. Гид – это очень нужный человек в таких местах. Я бы никогда в жизни бы не подошла к этому ларьку и тем более бы не попросила пожарить мне 2 лягушки. Ну, правда. Когда тебе говорит человек так уверенно, что это вкусно, и ты такой вроде как успокаиваешься, и такой, окей, not bad. Готово? 1, 2, 3. Ребят, ну это курица. Классная курица с остреньким соусом. О, очень остреньким. Понять, что вы едите лягушку, невозможно. Я всегда думал, что лягушка на вкус это, ну, как курица, только более нежная. Но вот здесь это какой-то такой пересоленный говяжий фарш. Обалдеть. Если честно, не очень вкусно. Это вкусно. Это настоящее ресторанное блюдо. Вот видите, и Антон, и я попробовали фаршированную лягушку. Только я вкусную и свежую, а Антон нет. Потому что гид приводит тебя только в проверенные места, к надежным продавцам. Следующее наше блюдо – любимый супчик местных. С коровьими мозгами и грибами. Коровьи мозги? Стив, нет. Я не буду это есть. Это мозги коровы, Стив. Да, это мозги. И ты будешь умнее, если съешь их. Я не хочу это видеть. Я покажу тебе. Все будет хорошо, обещаю. Мозги свежие и качественные. Когда ты говоришь, что это свежая корова, это не помогает, Стив, вообще. Что это? А, это внутренности коровки. Немножко солоновато, но на самом деле есть можно. Очень напоминает по вкусу говяжий язык. Вот вам и лайфхак. Зачем переплачивать за язык? Он дорогущий. Есть и коровьи кишки. Это ужасно! Это просто ужасно! Мне уже тошнит, мне хочется блевануть рядом, потому что вот это, реально это похоже... Ладно. Раз, 2, 3. Вкусно. Такая кремовая текстура. Кремовая. Это похоже на паштет, который кинули в горячую воду. Не так страшны мозги, как вот сама вот эта консистенция, когда ты чувствуешь, как они растворяются у тебя во рту, и понимаешь, что это мозги, и от этого всего неприятно. Это куриные попки. Поехали. Вы знаете, выражение «костлявая попа» приобрело новый смысл. Мясо-то практически не чувствуется. И, видимо, из-за соуса, в котором они все готовят, или из-за жира, все такое одинаково. Какой-то такой сладковато-терпкий привкус. А ну-ка, дети, кому тут по попке? Нет? Вот так надо укладывать детей. Метод Зайцева. Угрожаем куриной попой. Ляг и лежи. Сейчас я угощу тебя памки коун, что переводится как детки утки. Внутри эмбрион утки? Да, в Камбодже популярны 18-дневные эмбрионы, когда тело почти сформировано, но еще нет костей и перьев. Почему я? Вот это голова, боже, клювик маленький. Не могу, у меня руки начинают дрожать, я не хочу. это. Давай, ты сможешь. На счет 3 едим вместе. Раз, два, три.
Лучше, чем мозги. На вкус это как пасхальное яйцо, которое забыли надолго, а к нему прилагается нечто мясное, но ты не понимаешь этот вкус. Он такой чуть слизкий. Я не понимаю, как местные это едят, честно. Но, с другой стороны, это абсурд, потому что мы едим вареные яйца, и нам не тошнит, а это тот же эмбрион, просто постарше. Вот какие-то сюрпризики в банановом листе. Вот, я их и попробую, ну, чтобы была какая-то интрига. Выглядит, как будто это кто-то уже съел и любезно оставил мне доживать. Это что, человечину я ем? Это мясо протухшее, какой-то сладковатый запах, как это вот... такое чувство, что ее сосед вчера протух, и она приготовила его в банановых листьях. А что это такое? Это рыба. Fish. It's fish. Господи, что за убогая рыба это? Паренек рассказал мне, что это самое популярное блюдо местных – ферментированная рыба прахок. В Камбодже очень жаркий климат, и свежая рыба моментально пропадает. Чтобы она хранилась месяцами, придумали ее солить необычным способом. Хозяюшки, записывайте рецепт. Отправляем мужчин ловить рыбу на местном водоеме, чистим, трамбуем и оставляем на солнышке. Когда появится запашок, начинаем посол. На одну горку 2 лопаты соли достаточно. Немного льда для рассольчика и тщательно перемешиваем. Сортируем в полиэтиленовые пакеты и оставляем догнивать до полной готовности минимум на 20 дней. Когда рыба окончательно разложится, заверните эту вонючую кашицу в банановые листья. Поздравляю! Теперь вы обладатель годового запаса любимого деликатеса камбоджийцев. Прахо. На вкус как мерзость. Ставлю блюду крепкую пятерку из 1000. Велосипед приснился. Сегодня я отправляюсь в национальный парк Пном-Кулен. Ехать туда 60 километров. Общественного транспорта нет. Велосипед нет. Есть один вариантик. Ладно, так не прокатило. Попробую так. Пном-Кулен. Let's go. Он не только тракторист, он еще и микроблогер. Снимай, снимай, я порулю. У тебя дело поважнее. Я тут случайно собой нажал на ручку и опустил ковш. И походу его левому колесу теперь... Thank you, my friend. Nice to meet you. Я немножко переживаю, что ему $1 на ремонт колеса вряд ли хватит. Хороший человек. Поехали. О! Пном-Кулен, окей? Я с добром. Я с добром. Пном-Кулен, Пном-Кулен, Пном-Кулен.
Да, про древний Анкор, конечно, слышали все. Но в Камбодже есть еще одно неизведанное чудо света – озеро Танлисап. Да, согласна, водичка мутная, все выглядит непрезентабельно и не ахно, как на открытках. Но не судите по первому впечатлению, дело тут совершенно не в красоте. Идемте покажу. Hello, one ticket to the boat. Да, здесь на озере, конечно же, туристический конвейер. Но богатые туристы могут себе позволить изоляцию от всех. Hello. Ну вот и моя красавица, моя яхта. Как же воняет! Озеро Танлисап – кормилец Камбоджи. В нем водится больше 200 видов рыб. На его берегах выращивают по 2 урожая риса за год. Именно Танлисап во время строительства Ангкор-Вата прокормил десятки тысяч рабочих. Но это еще не все его чудеса. Озеро – родной дом для миллиона танлисапцев. Туристические лодки заплывают в ближайшую плавучую деревню. Там начинается самое интересное – быт местных. Жизнь на воде устроена, как в обычном городе. Тут и турагентство, и церкви, и магазины. На озере есть даже опция доставки. Вот эта лодочка, как я поняла, это такой плавучий магазин. Он просто подплывает к домикам и продает разные товары. Это у них, получается, школа. Ой, вы видите, прям видно, дети сидят в форме, пишут что-то на занятиях. Стирают прямо здесь, в озере. Нет никаких дверей. Все дома, они открыты. И ты можешь посмотреть прямо насквозь туда. Никто ни от кого ничего не прячет. Там ребята на гамаке отдыхают. Мы за этим наблюдаем, как за чем-то удивительным. А для людей это просто обычная жизнь. Даже собаки. Здесь живут даже собаки. Единственное отличие от города на земле – тут можно жить без прописки. Чтобы здесь поселиться, нужно просто найти свободное место и притащить сюда на буксире свой дом. Зачем ехать за 60 километров от Сием-Рипа и платить $20 за вход в национальный парк Пном-Кулен? Ну, во-первых, здесь очень, и еще 1000 раз очень красиво. А во-вторых, это поистине знаковое место для всей Камбоджи. Вот там, в ложбине между двумя горами, и брали камни для строительства большинства храмов Анкора. Это действительно колыбель Хмерской империи. Туристам здесь открывается совсем другая Камбоджа. Красивая и не туристическая. В национальном парке Пном-Кулен есть необычная река. Река Тысячи Лингамов. Не знаете, что такое лингам? Ну, это... Ну... Сейчас покажу. Лучше там. Вот эта пупырка и есть лингам. Мужское начало. А вокруг нее квадратик – это йони. Я думаю, что вы уже догадались, это женское начало. И получается, лингам и йони как бы работают над созданием новой жизни. Новой Хмерской империи. Не будем им мешать. И свет выключим.
Местные искренне верят, что вода, попадающая вот в этот квадратик, автоматически становится живительной и зарождает жизнь. За дополнительные $50 можно попросить гида приплыть к любой семье и пообщаться с местными. Hello! Hi! Меня зовут Алина. Ну вот я и ассимилировалась. Очень гостеприимные люди. Дали мне сразу самое дорогое, что у них есть. Вы отец семейства. Папа. Самый главный в семье. Расскажите мне, получается, вы одной большой семьей живете в этом доме? Сколько лет вы так живете? Я живу здесь уже 50 лет. А почему здесь? Почему не в какой-то городской деревне? Почему именно вот здесь, на озере? На воде это же так непросто. Я родился и вырос на озере. Для меня непривычно ходить по твердой земле. Вообще мы не камбоджийцы, а вьетнамцы. 60 лет назад мои родители бежали в Камбоджу от Вьетнамской войны. Земли беженцам не давали, поэтому мы поселились на воде. Это моя жена, она тоже вьетнамка. Мама, да. Это сестра. А это мои дети и внуки. Получается, сколько? 5 детей? 7. Сколько? 6-7 детей? 7 детей? Ого! Вы молодцы! Мне просто интересно, о чем вы мечтаете? У вас есть мечта? Мечта? У нас нет такого понятия. Каждый день мы думаем, чем прокормиться завтра. Мы хотим, чтобы не болели наши дети, чтобы в озере водилась рыба и было немного денег, чтобы купить рис. А так у нас все есть. Я даже не знаю. Они просто в любви живут. Казалось бы, у нас в больших городах люди ходят на тренинги, читают просветленные книги о том, как быть в гармонии, как полюбить весь мир. А вот так, надо просто взять лодку, приплыть сюда на веслах и посмотреть, как просто быть в моменте и любить эту жизнь. В парке Пном-Кулен есть еще одна святыня, куда приходят отметиться все туристы. Водопад Кулен. Индуисты верят, что если искупаться в этом водопаде, то в твоей жизни наступит полная, тотальная перезагрузка. Погнали! У местных есть такая традиция заходить под водопад не просто так, а сложив руки в виде домика, своеобразного храма. То есть так энергия лучше проходит через тебя. Но мне кажется, это просто, чтобы не было больно. Я не знаю, как насчет перезагрузки, но это было по-настоящему круто. Настоящее приключение. Возможно, изменения будут позже. А пока, ну, вроде все то же самое. Пойдемте посмотрим, познакомимся с бытом этих невероятных людей. Вот я уже увидела, когда сидела здесь, Ангкор-Ват. Я тоже здесь была. Это свет. Получается, от аккумулятора заряжается весь дом. А, это колонка. О, так тут любят повеселиться. Ой, здесь вещи висят. Тут я вижу совсем малышей. Это как гардеробная. Нет, это спальня. Мы тут отдыхаем. И здесь просто на полу вот так, на таком коврике. Ну, жестко достаточно. Это просто деревянные доски и москитная сетка. А сколько людей здесь спят? Вот в этой комнате? 5 человек. Мы с сестрой и тетей на полу, и дети в гамаках. Когда вы ходите в туалет? Туалет там. Идем. А, вот тут вот прям. Ух ты. Туалет – это очень условное понятие. За этой шторкой просто такой вот домик, да, избушечка маленькая. И там ничего нет. Там просто 2 дощечки
между которыми вы как бы присядете и сделаете свое дело. По маленькому и по большому, прямо вот сюда, вот в это озеро, в котором и дети купаются, и вещи стираются, и вода набирается для готовки. В общем, и вместо туалетной бумаги просто стаканчик, которым они зачерпывают воду и доделают свои дела. Мне показалось, что куры кудахчат. Я уже глючит меня. У нас там курятник. Тут куры! Вот это да! Куры! Отдельный домик, прямо на воде прям плавает. И никуда не денутся, не уплывут. Тут уже свое веселье без телевизора, в кругу семьи. Спасибо большое, что вы приняли меня в гостях. Спасибо огромное, мне было очень приятно. Пока, малышня! Бай-бай! Бай-бай! О, а это что за соседи? Такой тебе транспорт. По сути, это просто перерезанная напополам бочка. Покатаешься? Я? Туда? Ну, можно попробовать, конечно. Как минимум, я такого нигде не попробую. Правда? И вряд ли еще где-то смогу встретить. Ставьте свои ставки, господа. Как долго и как далеко я заплыву. Спокойно, дышим. Вся семья, посмотрите, они все меня держат. Так, все, давайте, я готова к самостоятельному плаванию. Отпускаем. Так, я начинаю чувствовать бочку. Я не понимаю, как они так шустро управляются с этим веслом, потому что они гребут не налево-направо, они как-то по кругу в воде это делают. А все, кстати, пошло из-за очень высокого уровня креатива. Когда колонизаторы французские ввели налоги на лодки, жители подумали, зачем платить больше, когда есть и тазик, и бочка, на которой можно плавать и не платить налог. И сейчас я уплыла слишком далеко от домика. И сохраняю спокойствие. Сохраняю спокойствие. Тут главное баланс, потому что под тобой бочка просто ходуном в разные стороны. И просто балансировать, как на сабборде или как на серфе. Ну, как бы просто баланс. Изначально я к этой прогулке на лодке относилась, очень посредственно. Ну, туристические туры, все. И, конечно, тебя тут не встречают с шампанским, с красной икрой. Тебе дают нечто большее. Что-то происходит, вы меняетесь. Ты смотришь на эту семью, которая живет в абсолютной любви, на эти улыбки, доброту, как они встречают абсолютно чужого им человека. Ты как будто бы достаешь себя из панциря вот этого 21 века, когда мы привыкли от всего обороняться, защищаться, только себе, для себя, прятаться. А здесь люди так открыты. Это чудеса, ребята. Ну что, расхитители бутылок, вы готовы к последнему кладу в этом сезоне? Я решила сделать сюрприз лично от себя, положить, кроме 100 баксов, в бутылку свой кулон, который проездил со мной полсезона «Чудеса света». И очень надеюсь, что он вдохновит вас на путешествие, на новые открытия и исследования нашей планеты. Бутылку ищите на въезде в храм Анкор-Ват. Справа от таблички «Добро пожаловать в Анкор» в стволе старого дерева. Трехочковый. Скажем прямо, если бы не грандиозные храмы, многие бы так и не узнали, что есть на свете такая страна, как Камбоджа. Ребята, это непередаваемо. Это путешествие заставило задуматься, а построим ли мы в 21 веке что-то такое, что простоит тысячи лет, и то, что наши потомки будут называть чудом. Одна огромная скульптура. Ха-ха! Неудачник! Я же могу вот так вывалиться. Ой. Возможно, изменения будут позже. На вкус как мерзость. Какие там храмы? Мы летим без двери.
крутила в этом сезончике, да? Да, головокружительный был сезон. Я даже не знаю, с чего начать. То ли спросить, как тебе последнее чудо света, то ли какое из чудес света тебе понравилось больше всего. Антон, да главное чудо, что мы с тобой выжили в этом сезоне. Очень страшно. Не просто выжили, а увидели невероятные чудеса света, созданные самой природой. А люди, какие люди, племена, культуры, это было так интересно. А чудеса света, созданные этими самыми людьми, это уже отдельная песня. Это какой-то другой мир. Ребята, мы очень надеемся, что мы вас вдохновляли на путешествия, на подвиги, на исследование нашей планеты. Это было так круто, так интересно. Подожди, но ведь все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ну да. Поэтому чудеса света точно продолжатся, не переживай. Все, ребят, пошли. Слушай, ты такая молодец, ты впервые за сезон не заплакала в кадре, это удивительно. Это правда. Ну как-то грустно стало.